Тот самый случай, когда баклажаны вкуснее с мясом. Этим рецептом я удивила всех своих гостей. Пока еще никто не знает этот рецепт и никто не верит, что я готовлю их так просто. Беру вот такой симпатичный баклажанчик и разрезаю его пополам. Получилось две вот таких половинки. Теперь беру ножик и делаю вот такие надрезы, не прорезая баклажан насквозь, оставляя хвостик, на котором баклажан будет держаться. Вот такой веер из баклажана должен у нас получиться. Теперь беру соль и солю баклажаны так, чтобы соль попадала во все надрезы. Это очень важно. Увидите потом, для чего это нужно. Друзья, а вы любите баклажаны? Если да, то напишите в комментариях «Хочу баклажаны», и я буду чаще вас радовать новыми вкусными и быстрыми рецептами из баклажан. А если больше любите кабачки, так и пишите «Хочу кабачки». Все, баклажаны мы хорошо посолили, теперь оставляем минут на 20, чтобы баклажаны пустили сок и стали более мягкими и эластичными. Прошло 20 минут, посмотрите, сколько много сока дали баклажаны и какие они стали эластичные, очень хорошо гнутся, это то, что нам нужно. Промойте баклажаны от соли под проточной водой под краном. Я беру мисочку и смешиваю пару ложек растительного масла и ложечку паприки. Все хорошо перемешаю. И теперь этой смесью из паприки и растительного масла я смазываю баклажаны. Удобно это делать при помощи кисточки, но вы в принципе можете обойтись и без нее. Вот таким образом промазываем каждый лепесточек баклажана нашей масляной заправкой. Приготовь, поделись, подпишись. Измельчаю в блендере пару зубчиков чеснока и пучок петрушки. В принципе, вы можете порубить все это дело ножом и обойтись без блендера. Как вам удобнее, дорогие мои. Вот такая вот у нас получилась зелененькая смесь. Добавляем ее к фаршу. У меня здесь 500 грамм фарша. А также добавляю сюда измельченную в блендере луковицу. Ее также можно мелко порубить ножом. Соль и перец по вкусу. Вы можете добавить в фарш любимые ваши специи и приправы, чтобы сделать фарш более вкусным, ароматным и пикантным. Осталось все хорошо перемешать. Фарш готов, и вернемся к нашим баклажанчикам. Сейчас будем творить красоту. Смотрите, друзья, все очень просто. Беру половинку баклажана и вот таким вот образом подгибаем лепесточки. Подгибаем внутрь. Вы можете зафиксировать лепестки зубочисткой временно, потом, конечно, мы ее удалим, и тогда зафиксируется все просто железно. Но это совершенно не обязательно, потому что лепестки за счет соли стали очень эластичными, очень хорошо гнутся и прекрасно держат форму. Посмотрите, какая красота получилась, вот такие вот цветы из баклажанов, по-моему, это просто чудо. Друзья, если вам нравится этот рецепт, нравится такая интересная форма баклажанов, поставьте лайк этому видео и напишите любой комментарий, оставьте хотя бы смайлик, мне будет очень приятно. И я буду просто счастлива, если вы поделитесь этим видео с друзьями. Все готово. Выкладываю баклажаны в форму или противень для запекания и фарширую баклажанчики мясным фаршем, который мы с вами заранее подготовили. Все делается очень быстро и просто, а получается просто пальчики оближешь. Удивляюсь, что я не знала этот рецепт баклажанов раньше. Теперь точно по нему буду готовить часто, и уж этим блюдом у вас точно получится удивить ваших гостей. Сверху можно посыпать паприкой, а если любите острый перчик, посыпьте красным острым перчиком, получится пикантно и остренько. Заливаю фаршированные баклажаны помидорами или томатами в собственном соку. Можете использовать сезонные помидоры, просто нарежьте их кубиками и выложите сверху. Сверху выкладываю перчик, он придаст цвет, вкус и красоту нашему блюду. Можете с баклажанами вместо перца запечь любые летние овощи. Или если у вас вдруг остался лишний фарш, то просто сделайте фрикадельки и положите их в форму. А сверху все посыпаю рубленой петрушкой и чесночком.
Накрываю форму пергаментом и запекаю в разогретой до 180 градусов духовке около 40 или 50 минут до готовности до полной мягкости. Все, друзья, наши баклажаны уже готовы, только посмотрите, какая красота получилась! Сами баклажаны получаются очень вкусные, нежные, ароматные, а в сочетании с сочной начинкой из фарша, томатами и болгарским перцем это просто летняя песня и сказка. Обязательно подайте к баклажанам сметану или несладкий йогурт, в который можно добавить чеснок по вкусу, укропчик или любую другую зелень. Друзья, это просто фантастически вкусно. Обязательно приготовьте, понравится даже тем, кто не особо любит баклажаны. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И я буду ждать вас в моем новом вкусном рецепте. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся!